Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете новые выпуски. Андрей Рева на связи прямо сейчас. Андрей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Поговорим сегодня и о внутренних делах украинских, бюджет, газ и всякие происки, да, всего внутриполитического, конечно, как отразилось последнее решение. Вот просто полный, да, полная чехарда. Одни говорят, что все хорошо, молодежь никуда не едет, другие говорят, что да нет, беда, рестораны закрываются. Но это во второй части. Начнем, пожалуй, с главного, да, геополитического. Тут Келлог сотворил сенсацию, говорит, Трамп разрешил Украине бить. Мол, он не против. Заголовки такие полетели, но там как бы в интервью он допускает, опираясь на последнее заявление Венса, Трампа, сразу видно, что играет как раз-таки, ну, так хотелось бы Келлогу, да, вот в эту сторону он просто играет политически, хотя, конечно, все звучит зловеще. Однако, судя по вот этим ударам, которые сейчас наносятся российской стороной по украинской энергетике и украинской стороной, Белгородская ТЭЦ была обстреляна вчера вечером, мы понимаем, что война приобретает абсолютно другие формы. Вот это воздушная. Так у кого больше запас прочности и на что расчет? Как вы видите? Во-первых, мне не совсем понятен тезис. Трамп разрешил бить по территории России. А что, до этого мы не били по территории России? Разве нефтеперерабатывающие заводы, которые горят, это с разрешения Трампа? Я думаю, что нет. Это без него принималось решение, и эти удары наносились. Смысл заявления Келлога будет иметь только в том случае, если американцы передадут дальнобойные ракеты. То есть, условно говоря, если они нам передали томагавки и при этом ограничили их использование, а потом сняли этот запрет и сказали, можете, допустим, применять их в глубине территории России, тогда это заявление имеет смысл практический. Если американская сторона не передала дальнобойные средства, то каков смысл в разрешении или отсутствии разрешения бить по территории России? Украина это делает без разрешения Трампа, оно ей не требуется. А что вы Разрешение... вкладываете в слово «передать»? Ну вот как? Ну что значит передать? Вот есть ракеты Томагавк, да? Их передают, вот как в свое время Хаймерс. Передали Украине установки Хаймерс с ракетами, да? Но это И они было при сразу... Байдене. Это же была война Байдена. Передать или продать? Тут как бы тоже очень важный момент. Слушайте, Трамп ведь теперь не продает оружие напрямую Украине. Он совершенно другую схему придумал. То есть, я продаю оружие странам-членам НАТО, а страны-члены НАТО используют это оружие так, как считают нужным. Я не ограничиваю их в реэкспорте этого оружия. То есть, они его покупают у Соединенных Штатов Америки, а потом передают Украине уже безвозмездно. То есть, он получает компенсацию у тех стран, которые у него это оружие покупают. А вот дальнейшее использование, оно может быть, на него может быть наложено ограничение. Может быть. А может быть и не наложено. Дескать, я продал и вообще не знаю, куда оно делось. Это ваша проблема. В этом отношении заявление Келлога, оно не совсем, как мне кажется, вписывается в общую политику Дональда Трампа. Он сейчас ведет себя приблизительно так же, как вел когда-то Путин, когда вел гибридную войну. А нас тут нет, докажите. Да можно купить в любом военторге. Да вообще эти ракеты переданы туда-то, туда-то, а как они там оказались, с ними разбирайтесь. Я думаю, что это чисто политическое заявление. Оно, ну скажем так, в контексте тех событий, которые сейчас происходят. То есть залетают сейчас дроны в Польшу, в Литву, в Норвегию, в Данию. То есть идет Европа сейчас под атакой российских дронов. Естественно, нужны какие-то ответные шаги. Вот в этом отношении заявление Келлога, я думаю, оно именно в этом контексте. То есть мы тоже можем повысить ставки. Вот вы пока запускаете там свои дроны, вот мы передадим Украине томагавки и снимем ограничения на их применение. Это тоже один из Да, Андрей Алексеевич, элементов. по поводу дронов. Это, конечно, очень веский аргумент. Интересно, что думаете по этому поводу, потому что мнение это неоднозначное. Вот выходит итальянская газета «Лянти-дипломатика». И статья у них называется «Российские дроны в Италии, как Зеленский раздувает истерию с определенной целью».
Ну и там тезисно о том, что конечная цель стратегии, психологическое давление, в общем, посеять сомнения в западных обществах. Киев добивается того, чтобы безопасность Запада оказывалась неразрывно связанной с безопасностью Украины, и стратегия выглядит дерзкая, возможно, отчаянно, это я цитирую фрагменты. Она призвана превратить трагическую военную ситуацию в политическую победу, сделав европейский страх последним и главным оружием президента, для которого время работает против него. Материал критический, материал резкий. Прямо не говорится, что это прям, ну вот как, да, как вот была 2 дня назад Захарова выходила, говорит, сейчас Киев запустит по Румынии дроны боевые, а скажет, что это Россия. То есть такого нет, да, но очень политически взвешенно, конкретно описывается выгода Киева от этих дронов и, собственно, ну, такой непрозрачный намек о том, что, ну, фактически как северные потоки. Что вы скажете по этому поводу и насколько действительно европейский страх сейчас будет играть на руку Зеленскому в продолжении войны? Вы знаете, мы же с вами умеем делать находить причинно-следственную связь. Статья в этой газете, которую я, кстати, никогда не слышал, но в Италии их много, которую вы сейчас цитируете, она имела бы смысл в одном единственном случае. Если бы эти дроны запускал Зеленский, пугал Европу и тем самым привязывал ее страх к этой войне. Но никто же не говорит о том, что это дроны украинские. Массированные атаки дронов на европейские страны делаются явно не Украиной. Если не Украиной, то кем? Подождите, здесь, во-первых, дроны неизвестные. Ну, конечно. Вот они взяли, ниоткуда взялись. Так они пропадают никуда, Андрей Алексеевич, вы же следите за новостями. Ну, так Они, слежу, куда они не пропадают. А они вот появились, герберы, пропали. которые не пропали, они вот упали в Польше. Оказывается, что это российские. Или не российские герберы. Ну а почему Герберы без видеокамер и без боевой части? Ну, потому что это же не боевая Гербера, а Гербера разведывательная, и которая имела целью прощупать противовоздушную оборону Польши. Как оказалось, она дырявая. Она не способна защищаться от дронов. Так это же дроны без боевой части летели. С этими, по-моему, все ясно. Тут никто не отрицал, даже россияне заявили, что это наши Гербера. Но мы сомневаемся, почему они так далеко летели. Так нахрена же вы поставили дополнительные баки на этих Герберах? Если у них дальность 700 километров, а пролетели они же до Эльблонга. А вот сейчас они начали массированно летать по всех странах Европы. Так не, подождите, стойте, не они. Вообще какие-то странные дроны, разведывательный дрон. Конечно, я же понимаю, что это не российский. Горит как новогодняя елка, все ее увидели, потом он пропал. Вот как над Данией было, над Ольбургом. Ну и многие другие страны тоже фиксируют, они из никуда возникают и никуда в никуда пропадают. Ну так это же абсолютно интересная вещь. Кто у нас имеет возможность имитировать движение дронов? Мы же тоже видим во время атак по Киеву, по другим городам Украины, сколько ложных целей идет. Для того, чтобы сбить с пантелыку нашу систему противовоздушной обороны. Кто-то же централизованно это делает. Это же не то, что один какой-то мелкий инцидент, а из него пытаются раздуть общеевропейскую проблему. Нет. Это же во многих странах происходит одновременно. Значит, где-то есть центр принятия решений, который это делает. Вариантов два. Либо это делает Украина, либо это делает Россия. Либо это может делать Европа для того, чтобы... То есть она сама себя пугает для того, чтобы привязать себя к Украине. Правильно? Да, деньги выделять. Это по принципу унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла. Ну, Андрей Алексеевич, ну вы же видите, что сколько там миллиардов выделено на эту стену дронов. Да, это же прям целый проект. Это же прям... Ух! Там Украину можно... То есть дроны на сегодняшний день, по вашему мнению, дроны не представляют никакой опасности для Европы, и она способна? Нет, никакой опасности, только истерия. Что-что? Только истерия. То есть нет никакой проблемы с дронами. Да? Система ПВО НАТО абсолютно нормальная, не надо ее укреплять, не надо ее перестраивать, исходя из опыта российско-украинской войны. А наоборот, вот вторжение простых Гербер показало, что система ПВО Европы абсолютно беззащитна
перед такими простыми летательными аппаратами. Как в свое время была беззащитная система ПВО Советского Союза, когда прилетел Матиас Руст. Кстати, с моей точки зрения, как человека, который изучал это дело профессионально, и все-таки военное училище ПВО заканчивал, сняли и министра обороны, и главнокомандующего войсками ПВО абсолютно незаслуженно. Потому что каждая система, она настроена на определенный тип угрозы. Вот система ПВО Советского Союза была настроена против носителей ядерного оружия и носителей серьезного ракетного оружия или бомб. Это были самолеты, крылатые ракеты и баллистические ракеты. А вот эти маленькие легкомоторные Cessna, она абсолютно невидима для системы ПВО. Там, во-первых, отражающая поверхность маленькая. Она летит на небольшой высоте, она тихоходная, ее вообще можно спутать со стаей птиц и так далее. То есть не увидеть ее абсолютно нормально для системы ПВО. А если вы хотите увидеть и такие объекты, нужно усложнять ее. Нужно опять же перестраивать все ваши алгоритмы и все ваши средства обнаружения, чтобы вот такие объекты вылавливать. И вот сейчас показал пролет этих Гербер, что вот система ПВО НАТО, она старая, вот так как когда-то советская. А теперь новые угрозы появились, и к ним никто не готов. Поэтому хочется кому-то, не хочется, это надо делать. Вот Урсула фон дер Ляйен, который сказал, что мы должны построить стену против дронов, она абсолютно права. И тут дело же не в том, хочу, не хочу. В этом есть прямая необходимость. Я помню, когда начиналась российско-украинская война, уже широкомасштабная, часто выступал азербайджанский такой военный эксперт Агиль Рустамзаде. И я помню, как я его слушал, и я не до конца его понимал. Он говорил, слушайте, что вы все время просите на Западе? Танки, там, бронетехнику, артиллерию, там, самолеты. Это все не главное. Сейчас совершенно другая война будет, сетицентричная. Совершенно другие средства доставки, значит, скажем, вооружения, совершенно другие средства поражения будут применяться. По нашему опыту войны Азербайджана с Арменией, это будут дроны. Вот куда надо сегодня направлять усилия. Я тогда его слушал, думаю, ну что он говорит? Как это? И вот прошло 3 года. И что мы видим? Вот мы видим то, что он говорил, реальность. И сейчас, через 3 года, это начинает доходить до европейцев. Если это Украина сделала, ну, тогда нужно похлопать нашему главному разведуправлению, которое способно вот так вот одновременно запугивать европейцев. Пока это не доказано. Если это делает Россия, то она это делает зря. Почему? Потому что она и делает именно то, о чем пишет ваша газета. То есть она привязывает европейцев к Украине. Ну, к сожалению, это не Прекратите. моя газета. Не обзавелся я такими Я имел, газетами. я имел в виду газеты, А, которую вы... ну, Извините, я не совсем корректно высказался. Я не считаю, что вы владелец заводов газет, так сказать, да, пароходов. смотрите, Да. тут какая история? Тут на самом деле вот этот страх и, собственно, перспективы, каким образом вот эта вся история повлияет на поле боя. Значит, такой интересный тоже момент. Да? Западная пресса вновь пишет о том, что, простите, никакого добропольского контрнаступления нет, тут тяжелейшие встречные бои, и, собственно, там у россиян совсем рядом продвижение вперед. Да, небольшое, но традиционное для этой войны. Вместе с этим Сырский, говорит, вот провел там на передовой, в общениях с бойцами. Короче, в котле россияне. Окружили и сидят в окружении, а мы их, собственно, уничтожаем и замыкаем. И там подсчеты, там столько-то, 150 квадратных километров освободили, плюс 180 с чем-то зачистили. Короче, все, в общем, красиво, и, собственно, то, что на прошлой неделе доносил Зеленский до Трампа. Хотя тут тоже такой очень интересный момент. Трамп, значит, послушал Зеленского, сколько освободила украинская армия, и такой сразу, да, давайте воюйте на Москву, то есть вперед, освобождайте всю территорию. Такое ощущение, что ему никто не докладывает по состоянию дел на фронте. И даже Зеленский, когда ему, собственно, задали этот вопрос на выходных, да, и он начинал там объяснять это все очень как вот смотрите, есть программа Дельта, вот зашли там 3-5 человек, их к вечеру уже там нет, или уничтожены, или вышли, но карта типа закрасилась, поэтому эти территории не оккупированные, а просто там бои, поэтому не верьте этим картам. Слушайте, а сейчас вообще имеет значение, какой цвет и какое количество квадратных километров каким цветом окрашено на картах? Ну, чтобы поставить точку в предыдущем вопросе, я
закончу своей версией. На самом деле это российская провокация, имеющая целью для того, чтобы Европа отвлекла ресурсы на укрепление собственной системы противовоздушной обороны и тем самым ослабила поддержку Украины. Вот это моя версия. В этом ставим точку. Что касается вопроса, который вы сейчас задали. Александр, давайте вспомним статью последнюю в «Зеркале недели», которую выдал бывший главком вооруженных сил Украины генерал Залужный, а ныне он является послом Украины в Великобритании. Так вот, если мы внимательно прочитаем эту статью, вот все заявления Зеленского, Сырского, они теряют смысл. Ибо он говорит: ребята, я еще 2 года назад рассказывал вам о позиционном тупике. Позиционный тупик – это ситуация, при которой средства обороны имеют преимущество перед средствами наступления. Условно говоря, есть щит, есть меч. На разных витках технологического развития преимущество имеет либо меч, средство наступления, либо щит, средство обороны. Так вот, если меч имеет преимущество, война получается активная, маневренная, наступательная. Там происходят охваты. То есть, как писал Сунь Цзы, главное же не сражение, а главное маневр. То есть попытка обойти противника, а значит растянуть его оборону, нанести неожиданный удар. Маневренная война и предусматривает различные формы окружения в том числе. А когда вы долбитесь стенка на стенку, позиционная, пассивная оборонительная война, если средства обороны имеют преимущество перед средствами нападения, то это превращается в мясорубку, в медленное продвижение туда-сюда. Ни о каких маневрах и окружениях речи быть не может. Так вот, по мнению генерала Залужного, с 22 года, с осени 22 года у нас классическая позиционная война. Поэтому, когда нам рассказывают, что мы кого-то окружили, либо нас кто-то окружил, это смысла нет. Генерал Залужный говорит, происходит следующая картина. Существует килл-зона, которая постоянно расширяется. Зона, в которой находиться людям просто смертельно опасно. Потому что любые передвижения в этой килл-зоне, они, во-первых, отслеживаются, что нашей стороной, что другой. И наносятся удары по любым движущимся целям. Будь то танки, будь то самоходные артиллерийские установки, машины, люди, неважно. Это все находится под угрозой ударов ФПВ-дронов. То есть нижнее небо практически исключает любую активность на поле боя. И не только на поле боя. Ведь для прорыва эшелонированной обороны нужно создать концентрацию войск. Так она не эшелонированная, Андрей Алексеевич. Она ж не эшелонированная. Нам рассказывают военные эксперты о том, что она очаговая. Более того, все равно для того, чтобы вы развили успех, вам нужно создать группировку. Но эту группировку вы создать не можете, потому что она тут же будет выявлена и уничтожена либо ракетами, либо артиллерией, либо теми же дронами. Поэтому война превратилась в движение мелких групп, которые просачиваются, накапливаются и двигаются. И определить, где сегодня проходит линия фронта, кто что контролирует, может быть случится так, что у нас люди находятся здесь, а у них в тылу находятся россияне, а еще кто-то. И вот эту вот зону определить, кто что контролирует, физически невозможно. Поэтому смысла вот в этих заявлениях, мы освободили там такое-то количество территорий, мы там кого-то окружили, или нас кто-то в котел взял. Это сейчас категории из лексики времен Второй мировой войны. Сейчас это абсолютно бесполезное и бессмысленное рассуждение. Война приобрела совершенно другой характер. И вот генерал Залужный объясняет, чем чреват, во-первых, позиционный тупик, и второе, что нужно сделать для того, чтобы выйти из позиционного тупика. Так вот, я бы советовал бы тем, кто делает такие заявления, ну, хотя бы поинтересоваться мнением военного специалиста, который тоже не последнюю должность занимал в вооруженных силах Украины. Он тоже в этом как-то разбирается, правда? Ну, там есть такой нюанс в этом материале. Он говорит, что все идет к тому, ну, там, если вчитаться, то все идет к тому, что просто пехоту, условно, дроны перебьют. Причем он говорит там в том числе про украинскую пехоту. У кого больше дронов, тот, собственно, и будет теснить и продвигаться дальше. Поэтому это опасность для Украины. Все как бы так вот, ну,
тех, кто там... Он говорит о том, что позиционная война выгодна более ресурсной стороне. То есть, если у вас больше ресурсов, вы можете идти в размен. Зная о том, что у вас их больше, если вы с противоположной стороной размениваетесь, то, соответственно, у вас преимущество, и вы видите конечный итог, что у них закончится, а у вас не закончится. Поэтому для стороны, которая имеет меньше ресурсов, война не должна быть симметричной. Она должна быть асимметричной. То есть она должна вестись методом непрямых действий, как это описывал, например, Ли Далгард. Вот классический пример непрямых действий. Движутся танковые колонны на Киев, вы же помните, как они заходили, да? Симметрично Украина должна была выставить такие же танковые колонны с таким же количеством вооружения и людей и принять встречный бой. Но у нас не было таких возможностей. Как же мы действовали? Мы действовали асимметрично. Небольшие мелкие группы нападали на эти колонны из леса, уничтожали танки, уходили в лес, пока их ловили, с другой стороны подходили, уничтожали следующие танки и так далее. И поймать вот это вот все, отловить и попытаться как, невозможно. И россияне просто ушли, потому что эта тактика непрямых действий, она заставляла сторону, которая собиралась навязать свой метод ведения боевых действий к тому, что либо нужно менять тактику, либо уходить. Они ушли. То же самое делали афганские партизаны. Какие у них были шансы противостоять мощнейшей советской армии с авиацией, с танками, с артиллерией? Но 9 лет войны заставили Красную армию уйти. 20 лет войны заставили американскую армию уйти, потому что они опять же действовали асимметрично, они действовали непрямыми методами. Так вот, когда Залужный говорит о том, что если мы хотим противостоять стране более ресурсной, мы должны опять же действовать асимметрично. И он четко говорит, как это нужно сделать. Если мы ввяжемся в симметричную войну, мы проиграем. А что мы сейчас слышим? Они там захватили село Хацепетовку, мы відбили село Урупетовку, и в результате, значит, мы там восстановили положение. Это все глупости. Это все говорит о непонимании того, что происходит на войне. Если происходит, то вот как вы описали, да, ну, давайте согласимся в общих чертах, то есть без каких-то... Потому что, знаете, тут всегда есть детали, которые подтверждают, есть детали, которые опровергают, но это такие эпизодические случаи и конкретные там моменты, где, ну, например, раз и не стало на Покровском направлении, там, взяли и ушли, например, да, ну, из-за того, что у нас бумажная армия, то есть по бумагам есть солдаты, а по факту оказалось 3 калеки, поэтому там случилось продвижение. Это мы наблюдали там условный месяц назад. Есть разные детали. Давайте тогда я так задам вопрос, а почему тогда, если все вот так, Венс фактически обвиняет Россию в том, что они ничего не достигли и вообще не хотят заканчивать войну и больше теряют. Ведь его заявление, ну, кроме Келлога, которого мы обсудили выше, да, это вот такое прям было достаточно, ну, такое программное, мол, вы ничего не достигли, вы ничего не захватили. Так если невозможно брать и захватывать в такого типа войны, ну, скажем так, процессе, то чего ждет Венс и почему тогда за это критикуют? В общем, странно как-то поведение выглядит Соединенных Штатов Америки и конкретно политические заявления. Они, получается, тоже не понимают, что происходит на Земле? А это непонимание происходит от того, что у них разные ценности. Американская армия после того, как произошел взрыв там в Ливане, помните, там погибло 200 американских военнослужащих, они тут же из Ливана убрались. Когда погибли американские военнослужащие значит, в результате взрыва у берегов Сомали, они ушли из Сомали. То есть есть такое понятие, как непринятие втраты, которое неприемлемые потери. Вот Венс что делает? Он смотрит, вот вы продвинулись, да? Вы там захватили 1% территории Украины за 3 года. Сначала вы захватили вот всю основную эту территорию, потом линия фронта двигалась, а теперь вы бьетесь стена в стену, и вы за вот эти вот 3 года, которые прошли, 2,5, которые прошли с момента, значит, окончания последнего украинского наступления, захватили 1% территории. Дальше он говорит, какой ценой вы достигли этого результата. И когда он смотрит на цену и на ваше продвижение, он говорит, ребят, да как можно это назвать победой? Это просто мясорубка. Вы тратите столько ресурсов для того, чтобы захватить 1% территории, что это вообще уму непостижимо. Это говорит о низких боевых качествах вашей армии. Мы бы совершенно воевали по-другому.
У них совершенно другое понимание того, что есть победа и какова возможная за нее цена. Но он не понимает другого. Что Путину пофиг. Положит он 1, 2 миллиона, 3 миллиона. Вот они будут идти на убой до тех пор, пока им это не надоест. Когда что-то не произойдет, как это, например, произошло во времена Первой мировой войны. Женщины вышли, хлеба не было, казаки пошли их разгонять. Офицер дал приказ, значит, солдатам Волынского полка стрелять в бунтовщиков, а те вместо того, чтобы стрелять, выстрелили в офицера. Все, Волынский полк перешел на сторону восставших, и в результате революция февральская, царя там свергли. Это Россия. Тут любое движение может закончиться совершенно неожиданно. Умом Россию не понять. Поэтому, когда Венс своим американским менталитетом оценивает то, что происходит, он не понимает вообще, как это возможно. А русские смотрят на американцев и такие глупые. Нам нужна победа, одна на всех. Мы, так сказать, за ценой не постоим. Разность менталитета. Отсюда и не понимаем, понимаете? Я вот с американцами тоже в свое время общался, тоже вот удивлялся многим вещам, которые для нас кажутся странными. Ну, например, вот вы с ним говорите с абсолютно незнакомым человеком, да, и говорите о каких-то интересных вещах. И он вас слушает, и вы можете с ним договориться, ударить по рукам, не подписывать никаких документов, и это считается, что вы договорились. И не дай бог вам потом его бросить, кинуть, как у нас говорят, да. У нас, как бы сказать, да, ты идиот, как ты мог, ты первый раз его видишь, как ты мог его, да, так тебе и надо. У Америки другой подход. Как вы говорите, фамилия, имя того, который вас кинул? Он все, на нем поставили крест. Он мертвый человек, он больше ничего не сможет в Америке сделать, у него репутация уничтожена. У нас совершенно все по-другому. Точно так же это касается и многих других вещей. Я помню, читал Эйзенхауэра «Крестовый поход в Европу», и там описан интереснейший эпизод. Когда он говорит с Жуковым, мы встретились, вот Жуков, заместитель верховного главнокомандующего, командующий там первым белорусским фронтом, который брал Берлин, и мы встретились, и я вот хотел обменяться опытом, как вот воевать, это же интересно, наш союзник. И он задает Жукову вопрос: скажите, пожалуйста, а как вы преодолевали минное поле? Вот немцы поставили мины, да, там с пехотой у них проблемы, они поставили минное поле. Какие методы были преодоления минного поля? Жуков отвечает: сходу. Эйзенхауэр не понимает, переспрашивает: что вы имели в виду? Ну как что? Сходу, штрафники туда. Они прошли через минное поле, дальше пошли танки и пехота. Он говорит: как? И Жуков отвечает совершенно спокойно: а мы посчитали, что потери на минном поле равны потерям от пулеметного огня. И чтобы не снижать темпы наступления, мы штрафников туда, они разминировали. Кто там выжил, дошел. А дальше уже пошли войска. Эйзенхауэр пишет: я был поражен. И я даже не представляю, что со мной бы сделали в Америке, если бы мы так воевали. Вот и все. Поэтому все закономерно. Но... О менталитете. Выходит Подоляк, советник главы офиса президента. Кстати, его там говорили, будут снимать. Ну, что-то как-то не снимают, да. Ну, в общем, как это, обіцянка-цяцянка. Наоборот, там происходят увлекательные вещи. Они там, по-моему, сами в себе, как вот эти мушки-дрозофилы, да. Ну, на уроках биологии, я помню, в школе мы проходили. Они там вот это вырождаются потихонечку, но мутируют. Ой, интересно наблюдать. Ну, там за Ивановым, Петровым, там рассказы рассказывают про... Я вам хочу заметить, Александр, мушки-дрозофилы зеленого цвета. Они тоже такие, вот страшные такие вредные мухи были зеленого цвета. Я их страшно не любил в свое время. Вот, и они такие там по-своему, в общем, крутятся в этой баночке на Банковой. Там то рассказы рассказывают о том, как мальчик пришел русскоязычный на украинскую детскую площадку, и говорит Иванов, в общем-то, давай играть, и вот ему там, пускай играет в черный пакет, ну, в общем, такие вещи, да, разжигают, понятно, выделываются. Петров говорит о том, что Зеленский говорит, он не пойдет на выборы, но кто же, ведь народ его не отпустит, народ скажет: Вова, не хочешь, но ты нужен стране, в общем, и после войны, и вообще, как бы, вот эта вся история с выборами, то, что заявлял Зеленский в Америке, тоже, в общем, нашло отклик своеобразный. Ну, вот выходит Подоляк и говорит, что авторитарные тенденции в Украине невозможны физически. Это исторически обусловленный процесс, поэтому, мол, мы не Россия, и поэтому у нас
в общем, Россия и ненавидит. Ну, такое ощущение, что авторитарных тенденций... Тут уже, понимаете, надо разбираться в понятиях. Да? А что называть А авторитарными это, Александр, тенденциями? потому что на вас санкции наложили. Вы не объективный человек. Вы не Нет, ну понимаете, как что у так? нас демократия. Ну что вам сказать? Понимаете, Подоляк сидит на Банковой. Это вот есть хороший анекдот времен Брежнева, я сейчас расскажу. Когда Брежнев выступает, значит, это самое, и трудящий перед трудящимися. И потом он говорит, какие есть вопросы, товарищ? Поднимает один руку, говорит, Леонид Ильич, все так КГБ смотрит, что же он такое ляпнет. Леонид Ильич, понимаете, есть проблема. Есть большая, тяжелейшая проблема. Какая? При этом, говорит, водку продают, пшеничную, там, столичную. И вот ее так запаковали, хлястика нет, да, его открывать, ну, невозможно. Слушайте, ну, нет, ну, руки трусятся, а вот пока откроешь, ну, дразнишь. Народ, говорит, теряет, так сказать, терпение. Сделайте что-нибудь. Хорошо, мы этот вопрос потом обсудим. Уезжает. Приезжает он домой, открывает сейф, ну, не сейф, а бар, достает бутылку коньяку, откручивает, значит, крышечку, наливает себе, значит, в стопочку, выпивает. Говорит, не понимаю. И зачем им хлястики? Понимаете, у него бутылка коньяку, которая закрывается, и он не понимает, зачем людям хлястики. Вот сидит Подоляк на Банковой, у него все хорошо, он в полном, так сказать, шоколаде. И он говорит, что вы там рассказываете? Какие авторитарные тенденции? Я же на Банковой, я вот при власти. Я вот могу себе позволить говорить то, что мне мое начальство скажет. Так и все так точно так же. Точка зрения определяется для Подоляка точкой сидения. Он в свое время бегал с Януковичем там, по пенькам, там, удумчиво какие-то компании вел и все прочее, прочее, прочее. Сейчас он прибился туда. Но, судя по всему, знаете, вот эта внутривидовая борьба, он ее, судя по всему, проиграл господину Литвину. Литвин так постепенно всех вот этих старых пропагандистов отодвигает, и его не зря, вот, по-моему, «Новое время» по-своему там написала Святую Троицу, да? Его третьим поставили после Зеленского, Ермака, третьим человеком в стране, на секундочку. И, судя по всему, Подоляк отодвинут от всех рычагов, связанных с медиа, связанных с благосферой. И тут объяснение очень простое. Они что же проводят замер общественного мнения? И падение доверия к президенту, и падение доверия к тем пропагандистам, которые есть, они связывают это с неэффективной кампанией, которую вел Подоляк, за которую, собственно, он отвечал, за которую он получал зарплату. Поэтому сейчас другие люди пришли, которые якобы считают, что они знают лучше, как это все дело исправить. И вот Литвин, судя по всему, вот сегодня новый фаворит в этой сфере. Надолго ли, я не знаю. Но по факту вот картина именно такая. Подоляк это уже, извините, как Фирс на заколоченной даче. Помните Вишневый сад у Островского? Взяли и забыли этого старого деда, который там всю жизнь. А он сидит и вспоминает, как вот раньше было замечательно, как господа там и все прочее. Вот монолог Фирса на заколоченной даче. Вот то, что я слышу сейчас от Подоляка. Странная история, конечно. И опять-таки разные трактовки. Ну вот, ну да, то есть это как с фронтом, да? То есть все говорят, вот Сырский вышел, там столько-то отбили квадратных километров, село на село, все. То есть наступаем. Украина наступает. Дипстейт говорит, не совсем наступает, наступление какое-то по линии фронта отрицательное, потому что идет продвижение. Минимальное, но идет. В Днепропетровской области, понятно, там везде, то есть Купянск как не отрицали, но бои уже в самом городе и тяжелейшие бои, ну и так далее. То есть одни на одно и то же, одни говорят черное и белое одновременно. Точно так же и с вот этим решением о выезде 18-22-летних. Значит, представитель, ну, в общем, рекрутер, да, то есть один из рекрутеров, говорит, ребята, на 30% снизилось вообще
как бы наши показатели, наша работа, но это не ТЦК, это вот именно рекрутер, это те как бы компании, туда приходишь, и там приходят люди, и, в общем, хотят идти на фронт, и их обучают по другим правилам. Говорит, 30% после этого истории с выездом мы не досчитались. Выходят официальные лица, говорят официально стоп, все нормально. Нет, это сезонные там какие-то перепады, вообще ничего не переживайте. А тем временем рестораны в Киеве горят. Это в Киеве. То есть будут сокращаться, потому что, во-первых, не для кого работать и некому работать. Это как раз таки тот возраст, когда в ресторанах, ну, понятно, там молодежь подрабатывает, работает, зарабатывает. То есть есть проблема. Говорят киевские рестораторы, что в регионах там и подавно. Все понятно. Почему вот такая чехарда? Почему никто не может четко сказать, ага, приняли решение, это хорошо, то есть мы его оставляем и думаем, как может расширить, ну, например, там до 25 или еще там в какую-то другую сторону, да, там, например, там ТЦКшникам на месяц можно выезжать за границу, ну, разные идеи, да, вот эти, которые гуляют. То есть вот так. То есть мы приоткрыли границу, поняли, что ничего не случилось, открываем теперь большему количеству и, в общем, снимаем эти ограничения. Или наоборот, мы открыли, поняли, что люди там бегут, экономика, ущерб, давайте, значит, жестче и ограничивать это решение. И нормально коммуницировать с обществом, говорят, что ну вот это правильно, это неправильно. А у нас какая-то вот все равно какая-то чехарда. Одни говорят хорошо, другие плохо. Почему так происходит? Ну, во-первых, опять же, точку в предыдущем нашем беседе. Вы удивляетесь из-за того, что одна сторона говорит одно, другая сторона говорит другое. У нас война, а на войне действует пропаганда. Задача пропаганды – преуменьшать успехи противника, преувеличивать успехи свои. Это с обеих сторон происходит. Тут не надо удивляться. Искать правду очень сложно, когда вы слушаете пропагандистов, военных пропагандистов. Но Объективность. экономическая правда, которая пишет о ресторанах в Киеве, это вряд ли пропаганда. А теперь касать, я же говорю сейчас не о ресторанах, а о том, что захватили, что не захватили, что отбили, что не отбили, что освободили, что оккупировали. Ну, вот в чем проблема. Там я, кстати, если вы обратили внимание, в своих Facebook значит, публикациях, либо в YouTube я вообще не комментирую ситуацию на фронте. Если ты не имеешь первоисточники, если у тебя нет достоверной информации, то ссылаться на какие-либо другие вещи, которые, в общем-то, я рассматриваю чисто как пропагандистские, ну, смысла нет. Касательно экономической ситуации. Александр, вы должны понимать главное. Я хочу, чтобы украинцы это понимали. Зеленскому наплевать на ситуацию на фронте. Глубоко наплевать. Единственное, что его волнует, это личная власть. И вот если вы посмотрите на ситуацию под этим углом зрения, вы поймете логику его действий. Когда разрешили выезд вот этим молодым ребятам? Им разрешили после картонного Майдана. Ты не царь. Если бы ты меньше воровал, я бы меньше хоронил друзей. Зеля черт и так далее. Что делать с этими людьми? Это у нас же приближаются выборы. И всегда молодежь была опорой для Зеленского. И вдруг вот такой удар. Ответный ход Зеленского. Вокзал, вализа, Варшава. Валите отсюда. Потому что вы теперь не являетесь моей опорой. Хоть все военные говорят, да как же? А вот так. Плевать я хотел на все ваши потребности. Так а кто опора Они Зеленского? угрожают моей Подождите. власти. Ну так а кто, стойте, а кто тогда опора Зеленского? Опора Зеленского расскажу. Вот они решили сделать поворот в сторону людей более старшего возраста. Для этого они наградили Зінкевич. Виходить Зінкевич, національна легенда України. Ви наша гордість, ви наш прапор, ви наше все, ми вами. А в это время, я думаю, Назарий Еремчук и Владимир Ивасюк, с которыми Зинкевич пел в «Сморичке», в гробу переворачиваются. Это он говорит человеку, который называет Украину, которая для них была святым понятием, повеей,
актрисою з німецьких фільмів для дорослих, яка готова прийняти в будь-якій кількості з будь-якого напрямку. Это его личные слова. Который про хохлов рассказывал, как украинцы превращаются в хохлов. И вот этот человек говорит, вы наша гордость, вы наш. Почему его достали из-под нафталина? Потому что люди старшего поколения его ж помнят, да? Он вот должен прорекламировать Зеленского. Дальше достают белоножку. Закрити ротяки всі, хто проти нашого президента виступає. Народная артистка Украины. Ее что же помнят по мелодиям «Двух сердец»? Опять же, люди старшего поколения. Правильно? Правильно. То есть они, они решили переориентировать теперь свое внимание на людей более старшего поколения. Кстати, если вы посмотрите на госбюджет на 26 год, это чистый бюджет выборов именно с акцентом на эти категории людей. Этих нафиг из страны. Теперь будем работать с проверенным электоратом. Вот и все. Вот вам вся логика. И не надо искать каких-то сложных там объяснений. Этих нам нельзя держать, во-первых, они на Майданы выходят, гады. И вот они уже разочаровались, Владимир Олександрович. Значить, ідіть в Європу, хочете, валіть в Європу. А оці люди, вони такі старі, вони завжди переживають за Володимира Олександровича, як йому Порошенко заважає. О, то з цим і будемо працювати. Вот и все. Ну, знаете, глядя на выборы в Молдове, ну, опять-таки, как это все... Смотрите, то есть можно по-разному относиться к одним, ко вторым, к ПАС, к Санду. На самом деле трагическая ситуация, и с точки зрения украинцев, если на нее смотреть, то, наверное, вот эти выборы, о которых вы говорите, к которым готовятся, они будут концептуально походить на то, что было в Молдове. Почему? Потому что и одна, и другая сторона говорят, война, война, сейчас вот накроет волна. Войны, в общем, если победит Санду, то пойдет войной на Приднестровье, и Зеленский тут тоже свою лепту внес. К чему он говорил, что он гаркнул на приднестровцев, и они сидят тихо? Тоже какое-то странное заявление. Другие, там, те, которые там с оппозицией говорят, что сейчас, ну или наоборот, там Санду говорит, что те, которые оппозиционеры, сейчас придут к власти, сметут власть и пойдут на Одессу войной, типа помогать войной России. То есть все ставки подняли до небес. Да, вот. И эта Молдова сама по себе такая мирная. То есть, ну, концептуально мы же тоже понимаем, что вот если эти выборы, к которым, как вы утверждаете, готовятся, хотя есть информация, что свернули вот эти штабы «Слуг народа» с 1 октября будут сворачивать, то есть все, там, ТИГИПка показали, деньги отработали, в общем, все. То есть выборов никто уже никаким не готовится. То они тоже будут иметь вот эту подоплеку. Да, то есть воевать за одну войну или за другую войну, и, в общем, будут на теме войны растирать, даже если будет перемирие, условно его там добьются на международном уровне. Как вы оцениваете вот это происходящее? И действительно, вот сейчас Санду побеждает, вроде как монобольшинство, так что война на Приднестровье будет, а Зеленский включится? Между Молдовой и Украиной есть принципиальная разница. Первое. Майя Санду для европейцев является олицетворением проевропейского курса. И к ней нет претензий в плане коррупции. Поэтому перед выборами в Молдове не только Зеленский там активно показывал, что он ее поддерживает. Там были визиты европейских лидеров в Молдову. По-моему, даже впервые за годы ее независимости приехали чуть ли не первые лица. И ей фактически развязали руки для борьбы со своими оппонентами. Там же была запрещена партия этого Рената Усатова, да? Были не допущены к выборам для других там таких вот организаций. Поэтому мощная кампания пропагандистская, поддержка Запада, поддержка со стороны Зеленского, и результат вы видите. А у Зеленского ситуация другая. Он не является единственным эксклюзивным представителем Запада в Украине. Когда он рассказывает о том, что Порошенко это пророссийский агент, европейцы улыбаются.
И когда он свои репрессии против того же Порошенко, наложение на него санкций, объясняет, что, дескать, он воюет с российской угрозой, ему никто не верит. И что происходит сейчас? Обратите внимание, Александр. Вот всем тем, кто говорит о том, что выборов не будет. Первый признак, давайте будем говорить, это бюджет. Там он четко ориентирован на выборы. И второй очень важный момент. Последняя статья в «Экономисте». Что там сказано? Там замечательные слова сказаны. Что Зеленскому пора бы, как это сказать, обновить свою легитимность. Ну, англичане, знаете, они же люди воспитанные, они же скажут, иди на выборы. Но по сути это вот это. А дальше написано, что правительство планирует проведение в этом году выборов. Это пишет «Экономист». И дальше, что да, выборы провести сложно, внимание, но не невозможно. То есть ему прямым текстом говорят, иди на выборы. И он готовится к выборам. И я не исключаю, что выборы будут проведены в 2026 году. Независимо от того, прекратится огонь, не прекратится огонь, сама ситуация заставляет идти на выборы. Потому что с каждым днем его рейтинг падает. И ситуация ухудшается. Это не значит, что она улучшается там у Порошенко либо у Залужного. Как пишет тот же Гринев, многие люди говорят, я не знаю. А я не знаю, это значит, что они ждут новое лицо. Знову за рыбу гроши. Да? И поэтому, если он дальше будет оттягивать этот процесс, его шансы переизбраться будут уменьшаться. А то, що він там заявляє, я не піду, там в мирний час, там хтось хай буде інший, это намек на то, что я буду президентом до тех пор, пока война не закончится. Но если она затянется еще на годы, то это что-то значит, что ты будешь сидеть. Поэтому ему намекают, дорогой мой, твои отмазки по поводу того, что война, поэтому выборов нет, больше не принимаются. Тебе пора подтвердить собственную легитимность. Исходя из этого, и зная, насколько влиятельны Европа на сегодняшний день, ну потому что мы на 100% от нее зависим, не от американцев, от европейцев. Именно им продает Америка оружие, которое потом идет к нам. Именно от них идут деньги на поддержание бюджета. Поэтому вот это вот заявление, которое сейчас есть в «Экономисте», это фактически приказ. И никуда он не денется. Поэтому я с высокой долей вероятности прогнозирую, что в этом году будут выборы. Разогнал Ну, он в этом, что-то. в 26-м или все-таки в этом? В 26-м, конечно, в грядущем. Сейчас это невозможно. Но весной либо осенью 26 года эти выборы обязательно состоятся. Более того, если не будет отменено военное положение, то выборы сначала пройдут президентские, а потом парламентские. А Зеленский хочет наоборот. Но там Конституция запрещает прямо, в отличие от президентских выборов. Он не сможет провести парламентские выборы в условиях войны. Военное состояние, військовый стан препятствует проведению выборов парламентских, но не препятствует проведению выборов президентских. Он бы хотел, чтобы наоборот было, ну, либо на худой конец одновременно. Но вряд ли это, вряд ли. Ну, так получается, что он идет. У вас есть сомнения в том, что он не пойдет на выборы? Нет, ну он же так как-то ответил по поводу того, что закончится война, я уйду, и все считали на прошлой неделе в Америке, Александр, что это он типа вроде как уходит. Александр, Ну, то есть вот влияет. люди, склонные к диктатуре, к авторитарным методам правления, они ведут себя приблизительно одинаково. Причем в разные эпохи, но одинаково. Что делал Иван Грозный? В один прекрасный день он заявил, я больше не хочу быть царем. О, Семен Бекбулатович будет царем. Ну-ка иди садись на трон. Так, все сел. Так, а теперь все вместе со мной поклоняемся ему. Все говорят, как? А я сказал, мы теперь нового царя имеем. И вот эту вот комедию он ломал. А Бекбулатович сидит, он бедный, несчастный, он же понимает, чем это кончилось. Он не ошибся. Его потом казнили. Но царь поиграл в эту игрушу. Я вот не держусь за свою власть. А потом вообще уехал из Москвы в Александровскую Слободу и сказал, что я отказываюсь вообще быть царем. И эти бараны, вместо того, чтобы радоваться, 3 дня на коленях стояли и просили его вернуться. Он говорит, ну ладно, уболтали. Значит так, теперь я ввожу опричнину. Давай, лишь батюшка оставайся. Он половину страны уничтожил. Возьмите Сталина.
1952 год, ему там меньше полгода до смерти остается, идет 19-й съезд КПСС. Заканчивается первый пленум организационный, который должен избрать партийного руководителя. А перед этим съезды не проводились уже по 14 лет. И вот, выходит Сталин, это описывает Симонов, кстати, Константин Симонов, и говорит, я решил, что вот, типа, надо выбрать нового руководителя. Я уже стал. И пишет Симонов, и ужас застыл в глазах и на лицах присутствующих. Они взорвались. Как? Нет, ни в коем случае. Вы же понимаете, что делал диктатор, да? Он в это время внимательно смотрел, кто там у нас там это так. Решил, что мне пора уходить. Кто там собирался выбрать какого-то нового руководителя. Кто там плохо хлопал. Кто там менее высказывал возмущение. То же самое Зеленский. Я не пойду на выборы. Сейчас они внимательно будут смотреть, кто у нас там повелся на эти все его разводки. Как он может не пойти на выборы? Он же сядет. Вы же понимаете, что у него другого варианта нет. Ну, как у товарища Сахова. Либо я ее веду в ЗАГС, либо она меня к прокурору. То есть, либо я сохраняюсь в кресле президента, либо я сяду. А народ что, переизберет Зеленского? Ну, видите, экономист написал интересно. Он сказал, что в первом туре, вот до сегодняшний день ситуация какая, что если он пойдет на выбор, то первый тур он выиграет. Но во втором проиграет. А почему? Потому что во втором туре голоса могут отойти к кандидатам в том случае, если этот кандидат, ну скажем так, дружественно воспринимается этим электоратом, который голосовал за других. Кто у Зеленского есть, ну если не союзник, то хотя бы сторонник? Порошенко? Может, Буданов, которого они отодвинули от всех вещей? Ну что, Бойко, Бойко, да, тоже очень любит Владимир Александрович. Тигибко вот появился И недавно. Хивка, да, вот сейчас вот, да, и прочее. То есть я к чему веду? Вот во втором туре голоса всех остальных, вот как это было в случае с Порошенко, да, они все отошли к Зеленскому. А сейчас они отойдут к тому, кто выйдет во второй тур. И поскольку наиболее вероятным кандидатом является генерал Залужный, можете не сомневаться, что он выиграет выбор в случае, если он на них пойдет. Но в чем наша проблема? Вы знаете, что у нас люди, которые заявляют о своих амбициях раньше времени, они могут не дожить до выборов, как это случилось, например, с Вячеславом Максимовичем Черновым. Ну, не дожил человек. Более того, он прямо заявлял, что вот ні в якому разі Кучму підтримувати не буду. Взял и умер. Возьмите Виктора Ющенко, он чудом остался жив. Его уже отравили, уже когда избирательная кампания полным ходом шла. Поэтому вопрос не в том, победит или не победит Залужный, а в том, я бы сказал, двух вопросах. Вопрос номер один. Доживет ли он до выборов? Раз. И второе, пойдет ли он на эти выборы? Два. Потому что тот же Ющенко в 1999 году на выборы не пошел. Хотя если бы он пошел, Кучма, возможно, бы не стал бы президентом в 1999 году. Но он вызвал Ющенко. И Виктор Андреевич клятвенно побожився, що він на вибори не піде. Кучма сказал, я воль, и тут же возбудил против Ющенко уголовное дело по банкротству Банка Украины. И Ющенко не выдвигался. Не выдвигался, за что потом стал премьер-министром и так далее. 2 года он вообще его там дергали с 2000 по 2002. Никаких вообще даже поползновений о том, что он будет президентом, он не говорил. Называл Кучму политичным батьком, подписывался заявление 3 против Юлии Тимошенко и повстания Украины, помните? С Плющем и с этим, против всех этих участников. Ну вот так вот. Я же прекрасно понимаю, в какой стране мы живем. Поэтому Залужный говорит, никакой политики, пока вот не начнутся выборы, пока мир не настанет. А тем не менее, статью он выпустил сейчас, программную, стратегическую, которая вот как холодное ведро воды на голову зеленым. О чем вы, говорит, ребята, говорите? Какая победа? Мы еще и войну не закончили. И надо думать о том, как выжить в этой войне. Вот я предлагаю то-то, то-то, то. И они молчат. Обычно же они запускают либо дискредитационную кампанию, либо, значит, кто-то там из вождей выступает. Нет, тишина полная. Идиот какой-то по фамилии Дунда пробовал что-то ляпнуть, но ему начальство сказало, сиди молчи. Нельзя полемизировать с Залужным, учитывая его рейтинг текущий. Вот поэтому я четко говорю о том, что выборы явно на носу. Андрей Рева был моим собеседником сегодня. Благодарю за время и мысли. Всего доброго.
Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки. Берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.